Я тебе предлагаю коснуться нелюбимой тобой Европы, но аномальная жара, которая там сейчас стоит, это и, скажем так, проблемы и в медицинской отрасли, это и закупки кондиционеров, но вот по большому счету, как это отразилось на энергетике Европейского Союза и как это может вот их опыт, скажем так, учесть Россия. Ну, давайте смотреть. В очередной раз летний пик спроса, если мы на языке энергетики говорим, это пик спроса. Есть данные по Франции, опубликован системным оператором, французское название не повторю, у них есть там отдельное название. Спрос из-за кондиционирования воздуха, это, разумеется, не только жилье, это много где еще. Дело не только в том, что вы вернулись с работы, и вам дома жарко. Вы на работе не должны упасть в обморок, потому что в вашем магазине, офисе, гостинице, ресторане, кафе при плюс 40 вам будет работать не очень хорошо. Вот по оценкам системного оператора Франции спрос вырос где-то на 6 миллиардов киловатт-часов в сутки. Достаточно много. Но это Франция. Франция – это отдельная история. В очередной раз выяснилось, что связанность, несмотря на огромную плотность электрических сетей в Европе, она на порядок превышает то, что мы видим у себя в России, даже этого не хватает на то, чтобы реакция была унифицированной. Если мы смотрим на Францию, где порядка 68% генерации обеспечивают атомные электростанции, предсказуемые, и сравниваем с соседней Германией, где более 50% дают ВИИ, но это две разные системы. Несмотря на то, что вроде бы линии электропередач вполне достаточно, вроде бы они синхронизированы. Что происходит? Почему я не возьмусь за анализ сейчас? Ну, давайте там по порядку генерации пройдемся. 40-45 на улице – это антициклон. Это значит, движение воздушных масс крайне медленное. Вот так, по-моему, синоптики говорят. Ветра нет. Объем производства на ветроэлектростанциях упал в среднем, если смотреть по свежим вот таким данным, в основном они не констатирующие, а оценки пока еще дают, точные результаты обычно через 2-3 месяца позже. Генерация упала процентов так на 30. Вот это первый эффект, который очевиден. Но второй, который менее очевиден, если температура солнечной панели, не воздуха, а солнечной панели превышает 25 градусов, каждый градус выше – это потеря 0,4% КПД. Вроде бы немного, но если от 25 до 40, то уже заметно. На 10% снижается выработка. Но поскольку все это происходит в июне и в условиях антициклона, ветра нет, значит и туч нет. Значит, период инсоляции больше. А летняя инсоляция в июне, ну, просто потому, что вот наша матушка Земля поворачивается правильным боком к Солнцу, вырастает. И мне кажется, что получится, потери КПД будут компенсированы уровнем инсоляции. Так что здесь каких-то колебаний не будет. Могут быть ограничения по гидроэлектростанциям до 10%. По сравнению с маем выработка снизится. Май – это еще заканчивается сработка водохранилищ. За зимний период вода накоплена, все абсолютно штатно, все в порядке. Если в июне наступает жара, нет дождей, засуха, те госорганы, которые отвечают за экологическую обстановку, будут снижать объемы сброса, это однозначно. До 10% здесь падение может быть, не исключено, что в Скандинавии даже больше. Смотрим по результатам погоды. Кто еще теряет? Еще теряют, как ни странно, газовые электростанции. Выше температура, меньше содержание кислорода в воздухе, который, собственно, должен гореть. Соответственно, та мощность, которую мы видим, когда вот считаем газовая электростанция мощностью 500 мегаватт. Ну, замечательно, джентльмены. Но только надо помнить, что вот эти 500 мегаватт при той норме температуры, которая, как ни странно, одинакова что в России, что в Европе. При 15 градусах Цельсия с плюсом. Вот эта мощность. А каждый градус свыше – это до 0,3% потеря мощности. Просто не хватает воздуха. Это тоже надо учитывать. И здесь по-разному. Если мы смотрим, допустим, на Францию, то доля выработки
газовых электростанций, как парогазовых, так и газотурбинных, по итогам минувшего года в пределах 4%. То есть даже если здесь выработка упадет, то ничего страшного. Но эти 4% говорят о том, что газовые электростанции используются как балансирующие мощности. Включаются только тогда, когда возникают проблемы в объединенной энергосистеме. Например, снижается генерация на гидроэлектростанциях, на ветроэлектростанциях. Вот тогда начинают работать газовые электростанции. Так что здесь тоже потери вряд ли. Здесь наверняка эти газовые электростанции будут работать дольше. То есть, если они в мае работали, допустим, 5 часов в день, этого хватало, чтобы ночной провал компенсировать, то сейчас они будут работать 15 часов, 20 часов, как угодно еще. Проигрыш по деньгам, но не будет проигрыша по киловатт-часам. Ну и отдельная история, это, конечно, атомная электростанция, не имеющая системы охлаждения в виде градирин, то есть использующие так называемое прямое охлаждение. Берем прохладную водичку выше по течению, прогоняем через теплообменник, ниже по течению сбрасываем. Соответственно, природоохранные органы говорят, вы, конечно, сбросить можете, но тогда будьте добры поставить кого-то вниз, кто будет ловить уху, не знаю, вареных лягушек отправлять в мишленовские рестораны и так далее. То есть просто запрещают и все. Таких блоков во Франции на реках либо небольшие градирни, либо полное отсутствие 20 штук. Это много. Это много, но не для Франции. Франция уверенно пройдет через все, поскольку средний объем экспорта электроэнергии, а это крупнейший экспортер электроэнергии на планете, до 80 миллиардов киловатт-часов. А вот как будут чувствовать себя соседи, вот это уже отдельный разговор. Потому что, разумеется, государственная компания ЭДФ, которая отвечает за работу гидроэлектростанций, атомных электростанций, будет заботиться о Франции. Все остальные в очереди номер 2. А поставки электроэнергии из Франции осуществляются в Германию, в Бельгию, в Швейцарию. Самый большой поток, по крайней мере, по мощностям, в Англию. 3 кабеля общей мощностью 4 гигаватта. А поскольку Англия не синхронизирована с материковой частью европейской энергосистемы, вот эти кабеля первыми и отключают. Поэтому, когда мы видим, какие развеселые цены в Туманном Альбионе, причина вот она. Жарко во Франции, у вас мало электроэнергии. Вот так все это выглядит. Что нужно учитывать нам? Ну, то, что балансировка нужна хотя бы приблизительно такая же, как во Франции. Огромный запас по мощностям именно атомных электростанций. А атомные электростанции еще и надежнейший гарант того, что не будет потеряна частота. То есть внезапные остановки ветроэлектростанций не повлияют. Частоту обеспечивают вращающиеся роторы в статорах. 56 атомных энергоблоков со средним весом роторов больше 100 тонн, но вот эта масса не даст потерять частоту. Нельзя увлекаться солнечными и ветряными электростанциями, если вы не научились и не нашли деньги для того, чтобы ставить не просто системы накопления энергии, а сетевые. Если обычная система накопления электроэнергии, это, ну, грубо говоря, аккумулятор набралось сети электроэнергии, по команде отдал. Но отдавать не получается, потому что накапливается постоянный ток, постоянная электроэнергия, и выдать не получается, если сеть потеряла 50 Гц. Выдающее устройство просто спрашивает, есть 50 Гц, тогда забирайте мое электричество, у меня тут в запасике есть. А если нет, тогда я ничего не отдам, я не умею. Вот появились нового поколения системы накопления энергии, которые формируют сами 50-герцовое напряжение. Стоят дороже, выпускают пока 3-4 компании на планете. Первыми были Siemens. Удивительно то, что китайские специалисты не просто подхватили, а мгновенно еще и улучшили характеристики. То есть здесь там есть над чем думать, но без появления вот таких сетевых систем накопления энергии увлекаться солнечными и ветряными электростанциями не стоит ни в коем случае. Ну и, конечно, на примере той же Швейцарии, не Франции, роль гидроаккумулирующих электростанций. Это самый надежный способ удержать и частоту, и пройти пиковые нагрузки в течение суток
Вот у нас в генеральной схеме размещения новых объектов генерации на период до 1942 года предусмотрено строительство гидроаккумулирующих электростанций. На минувшей неделе прошло одно за другим два серьезных совещания по этому вопросу. Одно в Думе, комитет по энергетике, второе в Совете Безопасности, который проводил господин Шойгу. В обоих случаях речь шла о том, что у нас в России не идет строительство ни одной крупной ГЭС, просто потому что нужно навести порядок в законодательстве. Вопрос традиционный. Да, владелец ГЭС обязан построить плотину, обязан построить саму гидроаккумулирующую электростанцию, но работать он будет с водохранилищем, а водохранилище является федеральной собственностью. Федеральное агентство по водным ресурсам им управляет, то есть заработок энергокомпании – это выработка электроэнергии, а здесь темпы, время этого заработка определяет Росводресурсы. Специальная комиссия при каждой ГЭС существует, и голос энергетиков учитывается пятым. Первым, самый важный голос – это, разумеется, МЧС. Не дай бог, какие-то наводнения, подтопления, вам нужны деньги в кассу, вам нужны киловатт-часы, они же по течению, не дай бог, что случится. Дальше возникают вопросы у тех, кто обеспечивает водой населенные пункты на берегу водохранилища, ну и так далее, и так далее. И на пятом месте выплывает сама энергокомпания, которая вежливо спрашивает, а как мне рассчитать возврат инвестиций? И что делать, собственно говоря, с подготовкой водохранилища, которое, ну, по определению, это государственная собственность. Но готовить ложе, если необходимость переселять населенные пункты, решать проблемы с отходами, которые там могут найтись, решать все, что касается дикой природы. Когда Нижнебурейскую ГЭС строили, Росгидро прокладывал тропы для косуль, которые вот здесь ходили к реке, а вот тут будет водохранилище, значит, надо переносить, ну и так далее. При этом все эти расходы нельзя отнести к расходам капитальным. Вот то, что нужно приводить в порядок, прежде всего, законодательство, поговорили. То, что не участвуют в строительстве гидроэлектростанции регионы, где они строятся, хотя это новая дорога. Тело плотины – это либо автомобильная дорога, либо железная дорога, либо то и другое вместе, но это никак не учитывается. Водохранилище в том или ином регионе – это и рекреационные места, и возможности для рыбохозяйства, но, тем не менее, регион не имеет права софинансировать строительство ГЭС. Только сама энергокомпания, которая взялась за тот или иной проект. Поговорили, обсудили, в очередной раз заметили, что именно нужно поправить. Будем надеяться, что осенью соберутся, и мы увидим уже какие-то серьезные решения. Гидроаккумулирующие электростанции крайне необходимы. Разительный пример того, как к этому подходит, как неудивительно, Узбекистан. В мае опубликован указ президента о начале строительства в 2027 году сразу 3 гидроаккумулирующих электростанций. Это самый надежный регулятор для диспетчера. Мощность гидроаккумулирующих станций пишут всегда двойные. В турбинном режиме мы можем вырабатывать на этой ГЭС вот такое количество киловатт-часов. В насосном режиме, то есть ночью в период низкого спроса, мы можем взять на себя нагрузку в виде насосов. То есть, когда пишут мощность гидроаккумулирующей электростанции, регулирующая мощность в 2 раза выше. Ну и в отличие от всех химических систем накопления энергии, количество циклов зарядов и разрядов равно бесконечности. Никто не знает, сколько работает ГЭС. Самую честную статистику, напомню, ведет Швейцария. Каждые 10 лет в графу «время эксплуатации» они дописывают 10 лет. За 100 лет они уже перевалили, продолжают двигаться. То есть, если за телом плотины ведется соответствующая работа, следят, чтобы все было в порядке, вовремя меняют гидроагрегаты, когда они стареют. Сколько работает ГЭС, пока никто не знает. В России есть уже ГЭС с возрастом больше 100 лет. Я думаю, что мы-то не доживем, но будет и 200, и 300. Все в порядке. Это не литий-ионные батареи, это нечто другое. Но это и дополнительные сложности, потому что у нас непосредственное строительство электростанции идет по схемам и программам развития, которые рассчитывают на 5-летний период. А средний срок строительства крупной ГЭС от 8 до 12 лет. То есть в эту схему его просто не втолкнуть. Вот результат. Усть-Среднекамскую ГЭС строить закончили в 2024 году.
очень, на самом деле, символично, поскольку строить ее начали тогда же, когда появилась новая Россия в 1991 году. Вот стремительно за 33 года взяли и построили, а больше ни одной новой стройки. А это плохо. Ну, тогда давай... Мы с тобой в прошлой, по-моему, программе говорили о том, что должен был быть залит первый бетон в Кыргызстане, по-моему, сейчас Казарманский каскад. Произошло ли это? И вот ты сейчас упомянул про срок. На твой взгляд, насколько Кыргызстан сейчас быстро готов построить новый ГЭС? Ну, то, что Кыргызстану это крайне необходимо, да, речь шла о Казарманском каскаде. 3 гидроэлектростанции на реке Нарын, общая мощность 912 мегаватт, крайне необходимы для регулирования воды. А вода для Центральной Азии с каждым годом все более и более серьезный вопрос. С какой скоростью удастся построить, на самом деле очень сильно зависит от того, что получится с финансированием. Поскольку строительство ГЭС, особенно в горах, это всегда процесс такой не очень простой, достаточно длительный. Наверное, 90% ГЭС, которые сейчас на планете строятся, за минусом Китая, конечно, без участия международных финансовых институтов не получается. Здесь все согласовано. Есть целый ряд банков, в том числе и Всемирный банк, и Азиатский банк реконструкции и развития. Вроде бы все должно получиться. То, что это необходимо не только Кыргызстану, но Кыргызстану, конечно, в первую очередь, но и тем, кто в Центральной Азии на равнинных участках живет, это тоже необходимо, потому что это вода, это ирригационный период, это снабжение населенных пунктов, растущее население. Кстати, раз уж мы начали сегодня поздравлять, можем и Узбекистан поздравить. Очередная перепись показала, численность населения добралась до числа 39 миллионов. Можем только завидовать. Статистика очень удобная. 1 год, 1 миллион новых граждан. Это вопрос воды. И поэтому такое внимание. Есть свои программы строительства гидроаккумулирующих электростанций в Узбекистане. Разрабатывает программу Казахстан. И что отрадно, никто из них не отказывается от работы с компанией Росгидро. В составе Росгидро 3 проектных института, в том числе и тот, который в советские времена работал в Средней Азии, поэтому огромный объем знаний о характере рек, о возможности строить ГЭС в том или ином створе, Ленгидропроект. Мои поздравления. Тут продолжает работать именно как научно-исследовательский институт. Будем надеяться, что и гидростроители наши будут принимать участие. На самом деле гидростроители – это немножко цинично прозвучит, но это штучный товар. То есть получить опыт строительства ГЭС можно только из рук в руки, какие бы теории ни строили, но пока вы не попробуете, что такое временная завеса и прочее, очень не хотелось бы, чтобы вот эти компетенции от нас ушли, и мы бы нашим потомкам только в музее показывали, как мы строили ГЭС по всей планете, на самом деле. Так что будем надеяться, что в Киргизии все получится. Напомню, что там есть уже ближе к реализации проекта малых гидроэлектростанций. На Иссык-Куле в этом году начнет разворачивать строительство ветроэлектростанции «Росатом». По сведениям с Иссык-Куля, не от профильных ведомств, просто от приятелей, которые там побывали, оборудование везут. Уже везут оборудование для самих ветротурбин, гондолы своими глазами видели, то есть процесс, очевидно, начнется. Не сказать, что это что-то гигантское, 100 мегаватт, но, тем не менее, это первый проект ветроэнергетики для Росатома за пределами России, то есть тот опыт, который накоплен на работах с аналогичными объектами в России, теперь уже вот масштабируется. Так что здесь много интересного. Мне кажется, что надо чаще проводить видеовстречи с нашими коллегами из Республики Центральной Азии. Там есть на что смотреть, есть что изучать. Опыт иногда очень и очень полезен. Ну, раз мы с тобой уже в Кыргызстан перешли с прошлой программы, в прошлой программе же мы с тобой обсуждали ситуацию с добычей в Казахстане на нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак.
Что сейчас произошло за неделю? Удалось ли Казахстану восстановить объемы добычи? Ну вот отдельное спасибо. Не каждый журналист выговаривает аккуратно нефтегазоконденсатное месторождение, а Карачаганак, оно именно такое. Почему-то в статистике его норовят записать как чисто нефтяное, но при том количестве попутного газа, которое добывается, это не чисто нефтяное месторождение. Схема была достаточно известна, она и сейчас сохраняется. Попутный нефтяной газ использовать невозможно. Его отправляют на очистку в Оренбург, на газоперерабатывающий завод. В обратном направлении идет поток уже чистого товарного газа и целый ряд продукции, которые получают пропан-бутановая фракция и так далее, и так далее.